Кедровская улочка заветренных изб, пахнущая сеном и хлебной коркой, где каждый знает друга и соседское имя. Но в один из обычных апрельских дней в деревню пришла тягучая тень – медведь. Не просто зверь, а символ голода и тревожного молчания леса за холмами тайги. Шумные разговоры в полдень сменились тревожными шепотами к полночному костру. Козы пропадали, скот становился добычей недрогнувших ночей. И в эпицентре всего этого оказались Марк Макарович Рудаков, опытный пастух и человек, который видел в зверях не врага, а сообщников по жизни с лесом. С самого утра Марк нашел разорванную козу Федора Кузьмича. Хозяин плакал, а Марк, обнюхав следы зверя и коснувшись земли холодной пылью, понял – зверь голоден. Следы вели в сторону лесной чащи, где деревья шептались друг другу, будто напоминали, что голод – могущественная сила. Весть о нападении к полудню уже гуляла по деревне. Кедровка все обсуждала, будто каждый камень на улицах шептал о погибших козах и тревогах. Председатель колхоза Петр Иванович был в гневе. Кого-то нужно ловить, нужно убить этого зверя, пока он не добрался до наших детей. Иван Петрович, сосед Федора, и сам Федор Кузьмич подвывали уважаемую жесткость слова. Нужно перестать покорно ждать беды и действовать. Женщины же боялись за детей и за скот, за ночь и за утро, за каждую ночь, когда тишина вдруг взлетела в голос зверя. Весь зал заседаний, где собрались старшие мужчины, нутро держал тревогу, будто каждая фраза была искрой, которая может разжечь пламя. Но Марк держал иной взгляд на случившееся. «Медведь не виноват, он голоден», — сказал он, пытаясь увести разговор в другое русло. Неужели в тайге не осталось ни одного ломтика хлеба, ни одной корки сала, чтобы накормить зверя, который оказался здесь, между нами и лесом? Мы можем найти решение, не опустошая свои дома и не превращая зверя в врага. Его слова расходились по залу как шипы и встретили немилость. «Кто кормушку придумает?» – спросила Анна Петровна, жена председателя. «Мы не можем ждать, пока медведица придет за нашей едой и не придет наш дом в огне». Но Марк продолжал. «Я знаю, как это может быть. У зверя есть детеныш. Давайте дадим им шанс не нападать на наш скот, а прийти к нам за едой». Слова Марка не нашли полного согласия. Федор Кузьмич качал топором, как пронзительный знак того, что он устал от разговоров и готов к действию. «Люди боятся за детей. Медведю нужно быть наказанным», — говорил он, а окружающие отвечали глухо, будто в ответ звучало «никогда не забыть» или «нгья» — «никогда не простить». Но Марк настоял на своем. «Дайте мне один день. Я найду зверя и попробую уговорить его. Мы можем сделать так, чтобы зверь не приходил в деревню, если уговоры работают лучше псовых кликотов». Петр Иванович кивнул, но предупредил. «Если еще одна коза пропадет, я не буду ждать. Мы действуем. А пока ты идешь, Марк, держи свою голову на плечах. Мы не можем держать лес за пазухой, не занося в дом пули». Марк принял предупреждение и ушел с рюкзаком и посохом в ночь без ливня и без дождя. Он думал не о смерти зверя, а о возможности существовать рядом с ним, без крови, без боли, без страха. Домашний огонь прогорал у него в груди, когда он вспоминал 5-летний момент, когда спас медвежонка от браконьерской ловушки. Тогда он понял – медведь помнит доброту, даже если мы забываем о долгом пути к человеку. Утром Марк встал раньше рассвета и вышел в лес. Он взял с собой нож, рюкзак и старый посох. Инструменты, которые когда-то давали ему уверенность, но сейчас стали символами доверия к миру. Тайга встречала его молчанием, как бы подсказывая:
Если хочешь говорить с зверем, не кричи, не прячься, просто будь здесь». Сойка кричала из кроны, как предупреждение лесу: «Здесь человек, он не охотник сегодня, он гость». Марк знал, за красотой леса скрывается опасность, и он был готов к ней. На земле он нашел первые следы, свежие царапины на стволе сосны, где зверь точил когти. Он понял, рядом сильный зверь, большой как дерево и мокрый от слез тайги. Вспомнились слова его молодости. Первая встреча с медведем, когда зверь ушел, не угрожая, потому что Марк не показывал страха. Это повторялось в памяти, как древний оберег. Он не давал себе дрогнуть. С каждым шагом он приближался к берлогам, к зреющей возможности увидеть мать и ее детеныша. Следы усугублялись. Огромная лапа — меньший след медвежонка. Рядом была мать, медведица, и она казалась голодной и усталой. Но Марк не отступал. Он молился вслух, чтобы слова были правильные и спокойные. Ведь слова, как хлеб для зверя, способны накормить сердце. Наконец на поляне возникла берлога, и из нее вышла босующая фигура. Медведица, чье внимание приковывалось к Марку. Она была насторожена, шерсть дыбом, морда морщилась, клыки блестели. Марк остановился, не двигаясь, и говорил тихо, чтобы не разбудить в ней инстинкт защиты. Медведица подошла ближе, а вдалеке показался медвежонок. Тощая, заплаканная шерсть, глаза голодные. Марк увидел не враждебности, а усталость, и внутри него родилась решительность помочь, а не разрушить. Он достал из рюкзака хлеб и куски сала. Простую пищу, которую можно было разделить между голодной семьей зверей и людьми. Он подошел ближе, положил на землю, не делая резких движений. Мама-медведица принюхалась, затем медленно подошла к еде и приняла ее. Медвежонок нажался к матери и принял долю хлеба. Это было миролюбивым актом. Не нападать, а кормить. Вернувшись в деревню, Марк рассказал о встрече и призвал не убивать зверя. Он говорил о семействе, о том, что медведица не враг, а мать, которая ищет пропитание для своего детеныша. Но в зале собрались люди с различными взглядами. Федор Кузьмич все еще держал топор в руках. Иван Петрович сомневался. Петр Иванович колебался между прошлым опытом и обещанием будущего. Марк предложил не просто показать милосердие, а сделать конкретный шаг – кормушку. Большая корпусная кормушка, установленная на опушке леса в 300 шагах от деревни, где зверь мог бы приходить за едой и не заходить в дом. «Пусть будет неделя», – сказал Марк. «Если за неделю коз исчезнет еще одна, мы вернемся к старым методам. Но дайте мне шанс спасти зверя и защитить вашу деревню». Петр Иванович соглашается, но предупреждает: если через неделю мы не увидим перемен, мы возьмем дело в руки. Степан к тому же соглашается помочь, несмотря на свое сомнение. Так началось строительство кормушки. Они нашли место на опушке, подальше от деревни, чтобы не пугать людей, но в пределах досягаемости зверю. Рядом поставили чистый столб, за который можно было подвязать цепь для удержания пищи и защиты от порывов ветра. Марк предложил наполнить кормушку тем, что зверь предпочитает: ломти хлеба, свежее мясо, сало и косточки, и добавлять новые запасы каждую ночь, чтобы голод не вывел зверя на путь к ограде. Первая ночь была тревожной. Медведица приходила, но не смела брать еду. Что-то тревожило ее внутри, что-то, что казалось ей ловушкой. Марк добавлял пищу каждую ночь, постепенно вызывая доверие животного к человеку. Толпа в деревне шептала о провале, о бесчеловечности и о ненужной милосердности. Но Марк продолжал уверенно идти к своей цели – показать, что мир между человеком и зверем
возможен через понимание и доброту. Через несколько дней ситуация начала меняться. На 5-е сутки кормушка опустела, вокруг следы медведицы и ее детеныши были явные. Они действительно пришли, но не в первый раз отбросили еду. И все же звери приходили, и звери уходили, иногда не найдя пищи. Но люди заметили перемены, козы перестали пропадать, небо стало спокойнее, тревога в сердце населения стала чище. Федор Кузьмич, который раньше настрелял бы ружьи к зверю, стал смотреть на происходящее по-иному, признавая правоту Марка. Зимний путь к кормушке был сложен. Марк и несколько доверенных людей протаптывали тропу через снег, и даже в холода Степан и другие помогали. Весной медведица с медвежонком стали приходить реже, уходя глубже в тайгу, однако вернули доверие к человеку как к источнику пищи и защиты для своих детенышей. В майский вечер Марк увидел медведицу у опушки. Она смотрела на него с пониманием и благодарностью, словно признавая усилия людей и их мир. Прощание наступило не как финал, а как новый старт. Медведица уводила медвежонка обратно в лес, а Марк стоял на краю поляны и шептал: «Добро возвращается». Он рассказывал соседям историю о медведице, которая пришла за помощью, и учил молодежь тому, что мир между человеком и зверем возможен через спокойствие, уважение и доброту. Медведица учила медвежонка ловить рыбу, вспоминая доброту Марка. Так деревня поняла: не оружие, не страх, а понимание – ключ к выживанию. И все же, как ни странно, главным уроком стала не победа над зверем, а возможность довериться голосу сердца. Марк понял, что не в силе правды, в силе слова и действий. Он говорил просто: «Мы не враги, мы учимся друг у друга, мы помогаем тем, кто приходит в нашу жизнь». Люди слушали. Они увидели, как страх превращается в заботу, как тревога превращается в план, как раздоры могут стать мостами. Так год за годом жители Кедровки узнали, что мир не полагается на жестокость и крушение. Он строится на понимании и дружбе. Медведица не стала милым зверьком. Она стала частью истории, которая учит целой деревне жить в гармонии. Она принесла не разрушение, а урок. Звери голодают, если люди не дают им шанс. А пока Кедровка держится за свои корни, за хлеб, за дружбу и за помощь друг другу, мир между человеком и зверем становится реальностью, и в памяти каждого остается имя Марка Макаровича Рудакова, человека, который поверил в доброту зверей и сумел донести ее до своей общины. С тех пор в деревне рассказывают эту историю молодым и старым. Говорят, что медведица пришла за едой и нашла не угрозу, а друга. Говорят, что медвежонок защекался от голода и был кормлен любовью людей и зверя. А Марк всегда напоминает: если мы хотим, чтобы мир оставался живым, нужно учиться слышать тишину леса, идти к зверям не с оружием, а с хлебом и добротой. Тогда добро возвращается в виде доверия, которое спасает жизни и строит будущее. И так заканчивается эта история не победой одной страны над другой, а победой разумности над страхом, дружбой над подозрением и взаимной необходимостью между человеком и всем живым. В конце концов, деревня не только выжила, она стала местом, где знание и сострадание превратились в привычку, а слово «добро» в их памяти снова и снова возвращалось к началу рассказа, к тому, как Марк Макарович Рудаков научил их жить рядом с лесом и тем зверям, которые в нем живут.